Рада приветствовать вас на своем канале. Если у вас жировой гепатоз и вы пытались сесть на различные диеты, то наверняка вы испытывали ощущение, что вы все делаете правильно, но результат либо был минимальный, либо его не было вовсе. Чаще всего, когда на диетах вес уходит, он все-таки возвращается обратно и прихватывает с собой еще парочку, а то и больше килограмм. И чем чаще повторяется этот замкнутый круг, тем появляется больше вопросов. И один из них это, что со мной, наверное, что-то не так. В этом видео я хочу рассказать и объяснить, почему так происходит. Расскажу, что нужно делать, что не нужно делать. И главная ключевая мысль, которую мне хочется до вас донести, что если вы сидели на различных диетах и у вас не получилось скинуть вес, не получилось избавиться от жирового гепатоза печени, то, вероятнее всего, дело не в вашей плохой силы воли, не в вашей слабости. Вероятнее всего, что вы просто шли против своей физиологии, то есть вы не помогали своему организму, а лишь испытывали лишний раз его на прочность. И если вы это поймете, то чувство вины, которое возникает после такого замкнутого круга, все-таки уйдет, и на это место придет реальное понимание с тем, что вам нужно делать. Поэтому в этом видео я также раскрою мифы, которые очень часто встречаются в нашей жизни. С кем мы не знакомы, если вы смотрите мое видео в первый раз, меня зовут Анастасия Кондра, я дипломированный нутрициолог, я специализируюсь в сфере индивидуального питания, работаю с жировым гепатозом печени, работаю с похудением конкретно по результатам ваших лабораторных исследований, то есть индивидуальный план питания построен, который индивидуально под вас и для вас, который приносит реальные результаты. Я искренне считаю, что только имея индивидуальный план питания, образа жизни, корректировки конкретно под себя, можно достичь реально устойчивых результатов без каких-то перегибов в сторону разных крайностей и улучшить свое здоровье, самочувствие и внешность в том числе. Нужно понимать, что жировой гепатоз это не просто какой-то жир, который скопился вокруг печени. Это состояние, при котором печень начинает хуже выполнять свои функции. А именно печень является ключевым органом обмена веществ. Она отвечает и за переработку жиров и углеводов, за работу инсулина и за реакцию на голод и чувство насыщения. Когда в печени жир уже накопился, это означает, что обмен веществ уже нарушен. И нужно понимать, что в таком состоянии организм человека, который имеет жировой гепатоз печени, будет совершенно иначе реагировать, нежели организм человека, у которого его нет. Большинство диет построены на простой идее, на дефиците калорий. То есть, соответственно, если вы едите меньше вашей суточной потребности, конечно, вы будете худеть. Это также очень красиво преподносится в различных марафонах, либо программах и так далее, для того, чтобы показать красивые фотографии до и после. Но что происходит потом, когда эти марафоны различные заканчиваются и вес прибавляется снова, к сожалению, не показывают. А сидеть постоянно на таких марафонах совершенно изнуряющее состояние для вашего организма. Здесь важно понять, что если у вас есть жировой гепатоз печени, и вы садитесь на дефицит калорий, вы будете худеть, потому что, это физиологично. Но внутри вашего организма будут происходить процессы, которые не улучшают ваше здоровье, а наоборот, потому что ваша печень будет воспринимать такое урезание калорий как угрозу. В ответ будут происходить такие три очень важные весомые вещи. Во-первых, это будет усиливать инсулинорезистентность, то есть повышать эти показатели. Во-вторых, у вас будет увеличиваться кортизол. Также будет замедляться обмен веществ, который нам так нужен для хорошего полноценного функционирования организма, который так важен для восстановления здоровья своего. И вместо сжигания жира организм будет наоборот включать такую функцию удержания. Он будет пытаться удержать этот жир на внутренних органах, потому что сейчас очень важный, опасный период для него, когда нужно накопить максимально все ресурсы. Именно поэтому при жировом гепатозе диеты часто приводят к плато, то есть когда вес не уходит, откаты, да и в целом ощущение, что тело как будто сопротивляется. То есть вы действительно много действий делаете, они достаточно тяжело даются вам, то есть какие-то ограничительные, да, кто-то на спорт ходит, но тело как будто сопротивляется, оно как будто борется с вами. Поэтому логика «ешь меньше» в этом случае не работает.
Следующий распространенный миф – это то, что нужно длительное голодание. Мол, дайте своей печени отдохнуть, сделайте огромные перерывы между приемом пищи, пусть она отдыхает, пусть она восстанавливается. В этом есть доля правды, но она совершенно не такая. Опять же, при жировом гепатозе происходит обратное, то есть при длительном голодании в кровь выбрасывается большее количество жирных кислот, которые вы получили из приема пищи. И вся эта нагрузка вновь накладывается именно на печень, и теперь ей нужно еще и с удвоенной силой поработать. Поэтому отдохнуть у нее не получится, она снова перегружается. Поэтому интервальное голодание, редкие приемы пищи в случае, если у вас есть жировой гепатоз, будут только усиливать накопление жира вот в области талии, на органах, то есть весь этот висцеральный жир. И даже если на короткой дистанции вы видите снижение веса, это не означает, что вы улучшаете свое здоровье, это не означает, что жировой гепатоз скоро отступит. Действительно, распрощаться с жировым гепатозом можно, если вы простраиваете стратегию именно в долгу, вы не перегружаете себя, вы не впадаете в крайности, вы планомерно, шаг за шагом понимаете, что вам есть, когда не есть, и движетесь к своей цели. Тогда действительно 3-6 месяцев можно убрать жировой гепатоз. Похудение при жировом гепатозе, конечно же, является ключевым моментом, для тех, у кого есть, конечно, лишний вес, потому что жировой гепатоз не всегда есть только у тех, у кого есть лишний вес. Поэтому, если вы теряете лишний вес, это не означает, что вы теряете жир именно на печени. То есть здесь очень важно понимать, каким способом вы это делаете. И это намного важнее, чем просто потерять вес. Похудеть очень просто, очень просто. А вот похудеть так, чтобы улучшить состояние своего здоровья, это совершенно другая история. Существует огромное количество популярных диет, и они постоянно обновляются, какие-то идут уже многие года, то появляются, расцветают, то немножко утихают, но они есть практически всегда. Здесь хочу отметить пару моментов, потому что я уже неоднократно об этом рассказывала. Коротко, мы ни в коем случае не убираем полностью жиры, потому что базово вы таким образом ухудшаете отток своей желчи, она становится намного гуще, она хуже выделяется. Также это может способствовать усилению застоя, то есть это никаким образом не помогает печени. Также резкое сокращение углеводов тоже очень категорично для печени, потому что именно она разбирается с глюкозой. Также абсолютно чистое питание, где человек постоянно находится в стрессе, то есть он постоянно фокусируется на том, что ему нужно есть, когда ест буквально по часам, контролирует каждый продукт, то есть питание настолько чистое, что у человека просто растет тревога, он постоянно в стрессе. Соответственно, мы тоже много раз с вами говорили, что стресс – это повышенный кортизол. А повышенный кортизол – это также негативное влияние на работу печени. Это опять же нарушение вашего здоровья. И опять мы возвращаемся к тому, что человек вроде бы на диете, но в то же время это никак благотворно не влияет ни на здоровье в целом, ни на печень в частности. Это опять же только излишняя нагрузка, это опять же излишняя проверка на прочность вашего организма. Дальше, что я тоже очень часто вижу, когда диета не работает и возникает либо плато, то есть вес никуда не снижается, он остается на одном уровне, появляется желание усилить эту диету, ужесточить ее еще сильнее. Даже из этой диеты находятся такие продукты, которые тоже отбрасываются, то есть ужесточаются. Кто-то убирает полностью прием пищи. Зачастую это, например, либо завтрак, либо делают там просто кофе, либо ужин, к примеру, сносят его полностью. Но при жировом гепатозе печени, если у вас есть желание похудеть, это абсолютно тупиковый путь. Здесь не работает логика давления, здесь работает только логика восстановления, именно заботы о себе, понимание, что, когда, почему и как. Изначально, если вы хотите избавиться от жирового гепатоза, вам не нужно ставить цель похудеть любой ценой, да и похудеть вообще. То есть вам нужно изначально перевернуть эту стратегию и сделать все для того, чтобы облегчить жизнь вашей печени, то есть снять с нее нагрузку. И вес будет уходить
просто моментально. Вам нужно понимать, что у вас должно быть понятное, простое питание. Это должны быть регулярные, понятные приемы пищи, которые удобно встраиваются в ваш образ жизни, что у вас нет такого, что вы постоянно в хаосе, вы не понимаете, что да, время поесть, где взять эту еду, какую еду взять. То есть у вас должна быть четкая, понятная система. Это отсутствие резких дефицитов, опять же, отсутствие крайности. Это понятный, предсказуемый состав тарелки. Базовое здесь ключевое, что когда организм перестает ожидать голод, он очень легко начинает отдавать висцеральный жир. И получается, что похудение в этом случае это следствие, а не сама цель. У меня уже есть абсолютно понятное, простое меню из обычного магазина у дома. То есть все очень просто. Есть приемы пищи, где нужно просто взять одну банку, вторую банку, смешать, добавить любую зелень, вот и все готово. Понятные 14 дней с описанием, с рецептами. Есть общие рекомендации, почему я добавила эти продукты. Есть рекомендации, как определить для себя порцию. То есть базово вот весь этот вопрос, он уже закрыт. Если вы просто попробуйте повторить все, что есть в этом меню, то вы уже улучшите состояние свое здоровье. То есть очень много отзывов есть и в моем телеграм-канале, кто-то здесь под видео в комментариях пишет, делится. То есть это просто база. Поэтому кому нужна вот эта вот помощь сейчас, у кого нету понимания, что делать, как делать, нету результатов анализов на руках, чтобы прийти в консультацию, просто начните с этой базы, и вы уже увидите результат. Это как раз даст вам понимание, как построить свою систему. Система – это надолго, диета – это какое-то временное явление, оно не может быть с вами всю жизнь. При жировом гепатозе печени очень важно выстроить питание, которое вы сможете придерживаться не днями, не неделями, а месяцами и годами, которое будет очень легко встроено в ваш образ жизни. Без постоянной борьбы и ожидания, что вот сколько-то дней пройдет и все закончится. Без чувства вины, когда у вас что-то не получается в дне и все срывается. То есть без вот этого всего просто обычная понятная еда. Если вы устали от жирового гепатоза и действительно хотите улучшить свое здоровье и попрощаться с ним, то вам нужно создать именно такую систему, залить вот эту базу. Если вы устали от диет, которые не работают, это не ваша слабость, это просто стратегия не та. Это сигнал вашего организма, что вам нужен другой подход, более физиологичный, более устойчивый, более понятный. И именно с этого момента, с понимания вот этого всего и начинается восстановление здоровья, избавление от жирового гепатоза. Для тех, кто не хочет экспериментировать над своим здоровьем, хочет как можно быстрее приблизиться к этой цели Б, для вас я оставлю ссылку в описании под этим видео, там можно записаться на мою консультацию и построить конкретно под вас индивидуальный план питания, корректировки образа жизни, учитывая все ваши состояния. Если вам откликается эта тема и было видео полезно, я буду рада вашим лайкам, вашим подпискам. Это как никогда сейчас очень ценно и важно. А я благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем. Конечно же, будьте здоровы!